Мы в Мы в эфире. У нас эфире! даже есть Привет! Привет. Это наш уже не первый, а уже второй семейный стрим. А помнишь, когда был первый? На свадьбе. На свадьбе, да. Если вы были на свадьбе, поставьте лайки. Ну, или напишите что-нибудь. Или хотя бы виртуально были на свадьбе. Да. Да. Я думала, что это первый эфир, а он действительно второй Это второй, получается. да. Но здесь мы сами снимаем. И поэтому мы сразу и техники, и сниматели, И канал у нас новый. да, и И ведущие. контентщики, и Контентщики. продюсеры. Да. Ну что, небольшое интро. Мы планировали все сделать как на заставке. То есть начать сразу с чоканий, и там разложить здесь виноград. Я, кстати, купил виноград, сейчас очень вкусный, но, правда, мы его съели уже час назад. Не весь. Ладно. Не весь, ладно. Хорошо. И еще слив. Ну, если вы следите за нами, то, наверное, знаете, что здесь очень вкусные фрукты, мне вообще нравятся. Так, я немножко не о том говорю. Самый первый вопрос, это который нам постоянно задают, в личку пишут, везде в Инстаграм и во всех сообщениях все пишут, что вы там делаете, сколько можно уже быть в Грузии. И собираемся ли мы в Минск обратно? Обратно в Минск. И как бы... Сколько мы уже здесь? Вот Сколько пару мы? дней и 3 месяца. Да, 3 месяца. И, встречный вопрос, а зачем? Зачем в Минск, если можно в Грузии? Да, если я сегодня в майке на балконе сидела на солнышке, сгорала. 3 декабря. Да, а из окна видно горы. В общем, не собираемся мы в Беларусь. Пока все так. Да. Да, и, в общем, мы планируем тут провести с грузинами целый год. И, Из это года минимум. уже прошло 3 месяца. Вообще, да. Кажется, что Это такое быстро. год, поэтому. Я знаю, мы не только гуляли, мы и работали. Обычно, когда кто-то едет в Грузию, сразу же очень много-много фоток. У нас не так, потому что нам надо работать еще по ходу. Есть ребята, которые у нас приезжали, друзья, там на неделю, на 2, они намного больше Грузии посмотрели, чем мы в итоге. Но, слава богу, там скоро приедут друзья, и надеюсь, что с ними как-то мы выйдем и в горы, и погуляем больше, и хоть в Тбилиси посмотрим, потому что по самому Тбилиси мы особо не погуляли еще. Немножко мы погуляли, буквально пару обзорных экскурсий у нас было. Какие? Какие? А вы их все видели, если вы в Инстаграме, или если вы за нами следите, вы, в принципе, все видели. Ну что, мы ездили на город, на мост, который стеклянный, как он называется, мост Мира. Да, но это был первый же день, когда мы приехали, там красиво пели там девочка с мальчиком. О, да. Да, смотрите в моем Инстаграме, это прикольные песни. Что еще видели? Поднимались на гору, которая здесь такая большая, с парком наверху, не помню название, там, какое-то такое. И там фуникулер. Да. Вот, на фуникулере поднимались. В общем, нам еще разведывать и разведывать, поэтому с нашим режимом работы надо быть минимум год, чтобы с городом познакомиться. Да, это не то, что вы поехали на 2 недели, у вас все это время свободное. Нет, как бы не так бы. Да, поэтому в Минск нет. Зачем в Я Минск? хотела посмотреть, что у нас еще по плану, по вопросам. Да, по вопросам. У Мы меня есть приготовили шпаргалка. вопросы. Мгм. Так, да. И Что у вас с потеряли их. пандемией? Что у нас с Вот. пандемией? Раскроем секрет? Да, почему на фотке мы с вином, а тут как бы нет? У А нас- мы планировали, Да, когда мы планировали, поджог. проговорили вообще возможность сделать такой совместный стрим, который потом со всеми поделимся, сразу всеми новостями. Мы планировали, что это будет с вином в пятницу вечером, иначе зачем это делать в пятницу вечером поздно. В итоге мы с боржоми только. Потому что с 1 декабря в Грузии ввели зеленые паспорта, и если нет прививки, то никуда тебя не пустят. Да. Но Ник, например, ходит в коворкинг, и ему сказали, что ладно, ходи. Да. Конечно, денег столько платить за этот Да, потому что коворкинг. я уже заплатил за месяц, и они такие, ладно, это первый месяц, это еще как бы Капец ладно, но вообще, следующий это уже точно надо. Это к вопросу, кстати, вот что у вас тут с пандемией. В принципе, ввели паспорта, и вот мне на тренировку сказали, я не смогу сходить без
QR-кода этого без паспорта. Мгм. Но мы пошли тут же, как бы, сделали Да. первую прививку, хотя здесь по требованиям надо прожить 3 месяца. Почти мы прожили 3 месяца, и нам даже пришли Да, смски. нам говорят: "Вы, прожили 3 месяца?" Мы такие: "Ну, почти". Да, Ну, там хотя пару через там дней. буквально неделю, на самом деле, было бы 3 Да. месяца. Но если по-строгому, то сказали бы: "Приходите через неделю". Мгм. Вот, но мы уже через 3 недели пойдем за второй дозой, короче. Да, мы выбрали, Pfizer, ну, потому что он, название как-то у всех на слуху и более-менее, Ну, признанная ВОЗ. да. Вот. И поэтому через 3 недели мы снова пойдем. И таким образом у нас получится Новый год без вина. Получится. Полу Я считала, всё получится. У нас все Вот. получится. Сказали, что буквально там 3 дня, сказали, ну, много вина не пить. М, Вот. Но их объем — это не наши объемы, короче. да. Ну, в любом случае, там хотя бы 3 дня, ам, не будем пить. Да, Вот. так, вообще Поэтому вообще не вот пить. Поэтому боржоми. боржоми. Да, мне лично нравится бакуриане больше вода. Она без газов. Ну, я надеюсь, что она лучше для моего здоровья, чем которая с газами. Бакурьяне, да, классно. Ну, это обычная водичка питьевая. Да. Так, а что касается остальной, ситуации, контекста пандемии, ну, в принципе, везде с масками, в магазинах строго контролируют, чтобы были маски. Мгм. Я недавно узнала, что, оказывается, по улице, если идешь без маски, могут на 20 лари оштрафовать. Да. Это долларов 7. Но вот кто-то ходит на улицах в масках, кто-то нет. Ну, как бы с Мгм. этим совсем не строго. Люди не брызгаются фанатично, я бы сказала, этими средствами все, как, в принципе, видела у нас. Я такого здесь Ну, не вижу. есть наверняка какие-то фанатики, но, слава богу, как-то нам они не встречаются. А кое-где там и таксист без маски, и где-нибудь в ресторанчике кто-то Мгм. может быть без маски. Ну, не так все строго. Проценты привитых мы сейчас не скажем, потом посмотрим в интернете и скажем. Почему? Мы же читали недавно, Да. 40% в Тбилиси привито. Это Да? очень мало, да. Я Это недавно в мало, да? каком-то чатике читала. Ну да, где-то там в Европе, ну, большинство, по крайней мере. Да. Иностранцы, если вы нас сейчас смотрите, наверное, это Томик. Томик, а сколько у вас привито, микро? Санька, это ты куда? Просто я уже сразу начала проводочек проверять. Хорошо, что подсказываете, молодцы. Мы без вас, никак. Ну, как мы еще трансляции не так часто видим, раз Вот. Это 2 ты раза в на год. этом канале первая. Да. Короче, иностранцы, ну, белорусы, кто угодно может приехать и, по идее, здесь привиться какой-то вакциной, которая признана в мире, то есть как Pfizer, например. Мгм. Только вопрос договориться с людьми, чтобы не так строго соблюдали вот это про 3 месяца. Мне кажется, что в итоге можно было и раньше, но мы не шли, пока 3 месяца не подошли, вот уже Мгм. совсем рядом. Вот, но чисто теоретически, наверно, можно, ам, м, заменить. Альтернативно спрашивают, ПЦР-тест за последние там 72 часа, но это дороговато. Однако мне прислали смску, что там какой-то ПЦР-тест за 40 лари, ну, то есть там за $13. Ну, мы То поэтому есть, думали, ну, если не будет прививки, например, на Новый год съездить там к друзьям в горы, мгм, можно будет сдать ПЦР-тест как бы разочек на такое какое-то массовое мероприятие. А так мгм. Насчет, вот ты начинаем размышлять на этот счет. Ну, и в Тбилиси Новый год не встречали, это обычно гуляния, мгм. салюты, город уже начинают украшать. Так, нам пишут, что соединение нестабильно. Это, кстати, отдельный поинт про Грузию. Да, Да, что нет, связь постоянно нестабильна. да. Вы Ну, нас слышите? я думаю, М. что это по всему миру так это Да нормально. ну, нет, здесь именно вот Да. домашний интернет не особо пашет. Мы уже Да, поменяли тариф ну, на больше следующий интернета. уровень, Да. и все равно нет. Как бы такая скорость, которая, ну, в Мгм, Минске точно бы работала нормально. А здесь что мобильная связь, что Wi-Fi, всегда мгм. какая-то фигня. Ну ладно, это какая-то глобальная проблема. О чём я рассказывала? О чем мы рассказывали? Так, локдаун жесткий, будете Зима, прививаться. Ну зима, вот вы теперь знаете, что мы уже зима. наполовину привились, и что с зимой?
зимой. И раз у нас будет к Новому году вот этот QR-код, мы понимаем, что можем и на массовые мероприятия куда-то идти, и в городе остаться, и забронировать где-то тут можно. У нас рядом с домом есть такая маленький, как его назвать? Трамвайчик, который как Да, фуникулер, но да, как да. трамвай. Клевый очень. В общем, можно подняться в горы, это совсем рядом, и там кафешечки, огонечки, очень красиво, лампочки, подсветка, иллюминация. И можно там праздновать Новый год. Я так сразу представила туда, потому что там дровишки, камин, Такая можно атмосфера. Но, очень клево посидеть. Но еще можно поехать в горы. ну, честно, здесь, мне кажется, надо еще экспорить, надо еще узнавать. Не, ну можно Потому как что, ну, здесь на много главную всяких елку кафе. пойти. Так, Саша пишет трамвакулер. Да, трамвакулер. Скорее Именно всего, так, это именно так, есть. молодец. Ой, Правильно блин. говоришь, да. Сань, Вот. сразу видно опытный человек. Да. А фоне трамвай. Вот это мне больше нравится. Саня ж по теме стримов Знает, вообще. знает Надо было, вообще. Саня, тебя на модерацию. Ты видел, Вообще. как мы тестировались это вообще? Мы тестировались, между прочим. Ладно, Ну, я думаю, что они немножко как-то ну ладно, включили другую exaggerate, программу, да, преувеличиваю. Я не преувеличивают, да. преувеличиваю. Нет? Мы протестировали Нет, звук, они как не преувеличивают. могли. Ай. Да. По ходу, если у вас вопросы какие-то, задавайте, пишите. Так, вопрос у нас из чата. Are you going to trim the tree, the New Year tree? Ну, поскольку я знаю, что это Лена спрашивает, Что? то не обязательно это говорить по-английски, потому что мы можем это сказать по-русски, потому Я что... поняла, да. Что ты поняла? Все, я поняла вопрос. Да, английский потихоньку, потихоньку учим. Doing my best, да. Да. Ну, что с елкой? А что с елкой вообще? Ёлка? У нас будет елка. Я, как ты думаешь, покажу нашу потенциальную елку? Она просто как раз за тобой. Ага, вот так. Можешь? Я думаю, что Давай. существуется. Оп. Вон там Это есть небольшое растение, растение, не знаю, но я не знаю, что насколько это. оно елочное. Веточки такие красивые, беленькие, и мы решили, что мы их украсим. Такой был план. Ну, типа, да. Примерно, да. Что Да. красиво. Это, между прочим, веточки. Мгм. Ну, мы делали, на самом деле, похожим образом на Сурганова в Минске. Да, Украшали и убили кактус. растение. Нет. Растение было очень грустное после Нового Да, года. короче, Прям. там было растение с веточками, торчащими в разные стороны. Там мы шарики повесили, в общем. Да. Так что Мгм. сейчас даже у нас лучшая альтернатива. Кстати, вот я сейчас ходил в магазин, пока у Ани был там урок. Ну, в общем, Аня работала, я пошел за виноградом. У нас очень быстро заканчивается виноград. И я уже видел, там открылись всякие бутики в Агрохабе, которые продают Дедов Морозов, там всю эту Это уже мишуру. недели 3 продается, да. Да? Да, на самом деле, Я да, такое видел. подсаживает уже на наряжание. Хочется. Тем более у Мгм. нас будут гости в районе католического Рождества. Е, И не в районе, а именно на католическое Рождество. вот как. Так что челлендж будет по наряжанию дома. Да. Свечки, лампочки. Придется уже все, Придется, да, да. раз будут Мгм. гости. Может, они привезут свое? Так скажем им. Идите с тобой. Потому что, в Минске все есть. Ладно, это как раз друзья, которые, в принципе, потенциально, кому мы сможем потом на Новый год в горы поехать. Если Мгм. решимся, если будет все нормально с прививкой. Окей. Так, какие еще вопросы? Ну, мы растем, Что тут Саня. модерировать? Я не Ну, знаю, а что модерируют обычно? Ходят к соседям за солью, а в Грузии за виноградом. Правда, что в Беларуси ходят к соседям за солью, а в Грузии за виноградом? Здесь сразу ходят за вином, наверное. Зачем за виноградом? да. Здесь вино ходовой товар. Ну, нет, точно не за солью. Ну, кстати, про соль. Здесь Соль вкусная. все такое пересоленное. Сыр.
пересушенный. Боже, сыр. Я обожаю Вообще. сыр. Ну, обожала до того, как приехала в Грузию. Я не могу есть никакой сыр. Я даже купила овечий. Мы нашли на рынке Я его овечий. ел, и я такой... Я сегодня утром его... Он очень соленый. Я думаю, чтобы вы много не ели Я не сразу. мог его есть больше 3 кусков, потому что я чувствую, как по мне стекает соль. Это ну, А! вообще. Ну вот, так что про соль. Да, это за Зачем? счет... Мы знаем, ну, мы видим соседей. Просто мы знаем только Гамарджоба и Мадлоба. Да. Это здрасте и спасибо, и то их путаем. Да. Вот. Не, Не, ну, ну, мы киваем. мне проще, я там все на английском, С соседями даже, со всеми. да. А я по-русски. Я захожу в лифт, говорю nine. Она такая, типа, что нет? Говорю, ninth floor. Учишь, хорошо. короче, английскому дом. Да. Я недавно в лифт зашла, и там мужик смотрит на мой пакет с продуктами, а у меня там чисто по-хозяйски яйца сверху лежат, там что-то еще. И он начинает что-то на грузинском мне, на пакет, еще что-то. И я потом, извините, я не говорю, я только по-русски. Он такой, так я спрашиваю, в какой магазин за продуктами ходили? А он, видимо, только недавно приехал, потому что дом такой с большего современный и хороший. Да. И в райончике таком, в Байке, красивый парк рядом. В общем, Да. видно, что... Вообще он вот внешне типичный русский. Вот. И он такой, так я спрашиваю, в магазин какой ты ходила? Да. Насчет языка, вот это было заблуждение, это неправильная информация, что как будто бы вообще в Грузии больше говорят по-английски. Я могу сказать, что нет. Больше по-русски говорят, намного. С русским, да, он прям спрашивает, как с русским. Как с русским. Ну, конечно, Вообще не все так страшно, как ожидалось. Да. Вообще не страшно. Да. Я еще никто говорю не... со всеми по-русски. Да, вообще без проблем. Таксисты, например, вот, хотя, ну да, это просто постаршее поколение, они, ну, почти все говорят. Иногда вот, ну, чем мы пользуемся, например, доставкой, Мгм. они постоянно звонят, заказываешь заказ, и они всегда перезванивают, чтобы сказать, того-то, того-то не было, можно ли поменять, на что поменять, короче, любят общаться. Мгм. И иногда поднимаешь трубку, говоришь сразу там «здравствуйте». И бывает, трубку кидают сразу. И потом перезванивает кто-нибудь, кто говорит либо по-русски, Да. либо по-английски. Фак, Вот. надо, Ну, надо бывает по-русски. молодежь. А потом Да. приезжают там доставщики того же возраста, как мы, и прекрасно говорят с тобой по-русски. Некоторые по-английски. На Ну, улице, на рынке обычно просто ты начинаешь говорить по-русски, и все. Да, в принципе, если они издалека видят, они сразу видят русский. всё. Ой, а если всякие вот эти, которые продают тебе что-то, как в Батуми, это вообще они... Да. Ты идешь, они видят, русские. Да. Сразу. Вот. Мгм. Пойдете на шоколадный фестиваль? Я же тебе пересылала, да? Да, Аня мне послала эту ссылку, я уже почитал. Там какого числа? Завтра, Это послезавтра? завтра-послезавтра. Ну вот у Ника вообще была температура после прививки сейчас 38,5. Да, у меня на сегодня было много планов, но я их большинство, Пролежал. 90 я пролежал свои планы, потому что у меня, короче, температура была, я выпил таблетку, сейчас немножко. Ну, уже, наверное, полегче. Уже немножко уже. Ну, а я мы думаю, что всё планируем, что норм. завтра мы вообще будем огурцом, и, конечно, пойдем. Конечно. Да, а чё? Вино А чё нельзя, нет? а шоколад можно. Да, мы работаем и так всегда, ну, что плохо себе устроить Так, праздник. смотри, это, наверное, тетя Таня пишет. 3 часа в воде, и будет нежный сыр. Я не знаю, кто это. Это это может быть, может, Томик, а может, тетя Таня. В воде. Может, это Лена, столько аккаунта. Это 3 не знаю. часа в воде, и будет нежный сыр. Блин, сыр в воду. А Да. можно точно? Напишите, кто это Т. Сама узнаешь. Можно ли вам доверять? Это Зора. Информация проверенная. Сыр в воду. В воду сыр. Не, ну Будет кого-то водиль. там вымачивают, да. Ну, сыр. Он не растечется, короче. Не, ну будет Не моцарелла, знаю. бурата. Посмотрим. Я, может, ее так съем. Ты с вообще без лавашом. проблем так съешь. Я без проблем, да. Мне нравится соленый сыр. Да. Только потом много-много воды бакуряни мне нравится. Я могу выпить. Поэтому я так люблю бакуряни. Не, ну попробуем в Т какое-то время. это Таня. Окей, Да. хорошо.
Не, ну Тане можно доверять. Можно доверять, конечно. Таня как бы по Раз мы опыту, знаем, наверное, знает. да. Помнишь, мы пробовали, у них сыр соленый. Да, Что, точно. вымачивали потом, да, доедать? Так еще прикольно, мы перед свадьбой заходили к Холодинским, Ну, как было раз такое классно. напутствующее, ну, так, давайте А. выпьем. Да. Прикольно, да. Нас на Мгм. первой дозе вакцины спрашивали: "Алкоголь вчера пили?" И мы Пили? сразу И мы такие такие глаза в пересмотрели, пол, такие такие. глаза, ну, по бокалу как бы вина. Ну, и вообще комментарий был шикарный. Ну, если много пили, то надо, конечно, сначала отдохнуть перед Да, вакциной. да. Не, мы много, ну, вот как здесь пьют, нет, мы немного. Мы, в Да. принципе, немного. Ну, вот если Ну, много пить, лучше там подождать, отдохнуть. Ну, мы исключительно это знаем по рассказам, потому что мы тут, ну, ни с кем не ходим, чтобы там по застольям каким-то, ну, то, что мы смотрели в Не, мы интернете, как видели поют. срок, как пьют вот это, что за литр вина Но это сразу все, отпить. это все видео онлайн, как бы, ну, с нами этого пока не переключалось еще, потому что мы в центре, ну, мы в центре столицы ходим по самой чистой улице, по самому такому. Ты просто сруливаешь, чтобы сказать, сколько ты пьешь вина? Ладно. Вопрос-то был в этом. Расскажем про Ладно. вино. Ты, в общем, Агрохаб, мы обычно там все покупаем. Скажи историю про бутылку эту. Какое? Стекло там, как мы приехали. Я Да, такая: сначала, "Вино не дешевле $10". да, это у Ани такая остановка была в Батуми еще. Мы в Батуми провели месяц первый. Да. Да, это я как увидел, что там море. Я такой: "Так, жена, бронирую, ты не против?" Жена такая: "Я за". И мы, короче, провели в Батуми месяц, там пили вино, там дорогое. Еще Дорогое вино в идем, красивых бутылках, да, читали так, отзывы в этом 39 купить. приложении "Вивино". Да, там 30 лари, ну, 25, ну, короче, не дешевле 25 лари. Да, Это там сколько? Ам, сколько это? 25 лари- Поделить на 3. это с 8, 9 8, 8-9 долларов. 8 где-то долларов, вот. Мгм. Так мы начали время в Да. Грузии. А потом заказывали недавно уже пластиковую литруху. Звучит ужасно. Пластиковый спрос, Да, пластиковой но она пробкой. такая была вкусная. Нормально Ее все было делают прямо вот совершенно. это, стоят эти штуки. Там прям бочки стоят и тебе Да, наливают. Ну ладно, мы еще и на доставке брали, то есть мы не да. видели вообще, как это все происходит. Вкусное, сухое было, Вкусное. красное. Оно виноградом просто вот открываешь, Да! и там виноград, то есть как Видимо, сок, оно а не свежее как просто, вино. ну, молодое очень вино, и прям вот там в бокале ощущается сразу виноград, а не алкоголь. Алкоголь вообще не чувствуется. Я такого никогда не пробовала. Ну, наверное, такого Да. молодого Это вкуснее другой подойдет. уровень просто. 10 Да. лари, $3 А за потом литр. Вообще там еще в классно. больших магазинах там стоят специальные, за каждый продукт отвечает какая-то женщина. Мгм. И они цепляют людей, и типа: "А вот купите вот это, купите вот это". Мгм. И они предлагают дорогое вино, Да, минимум 15 лари. да. А я когда с женой, я такой, ну, мне не очень удобно сказать, что это типа: "Нам жалко 15 лари Нахрена, за да? вино", если можно купить там за $2 или за $3. Ну, вот я, кстати, как-то посмотрела, что местные реально вот в этом пластике Да, покупают спокойно себе за $3. Ой, да. я даже меньше цены видела, кошмар. А на М. дезертирском рынке это вообще просто. Мне такие сразу же видят: "О, мужик идет". Типа: "Чача, вино, что Коньяк. тебе? Что?" Коньяк же тоже, Я такой: получается, "Не, делают. не пью". И меня, наверное, жалеют, Утром. Мы видя, что: говорим, не "А, пьем ну утром. да, с женой идет". Не повезло. Да, ну или слабенький. Наверно, так думают. Ну, ты уж пробовал чачу здесь в городе? Да, я чачу Еще не 1 раз пробовала. пробовал, когда еще мы в первые там 2 дня, по-моему. Да, когда мы еще Там, где пытались. мы, топтались на, В водопаде. Тамбр-бридж, на Марском Стики. мостике. Вот там очень красивые были мои места, и там я пробовал чачу, так: норм, Форель горную и вообще там, чачу. вообще. А я переела в первый месяц форели. А Мгм. будем еще что-нибудь? У нас есть вопрос, как прошел медовый месяц в Батуми. Потому что, типа, Батуми. официально он уже был в Батуми. Да, ну и в принципе я уже рассказал. Я думаю, что мы теперь будем ориентироваться по, а, Вопросы? комментам. После 3 часов в воде кто угодно нежным станет.
Ну, Саша, ну мы тебе доверяем в этом. Саня Рылов Если знает. ты говоришь, что так и есть. Саша знает, наверное. 3 часов в воде. Так, Саня, это мой братик Лиси. Я Да. не знаю. Так, Я был как-то присутствующий. 2 часа в воде. Ну, ты во Флориде. Ну, это перед Это отъездом. перед отъездом, да, потому что я там поселился, думаю, сколько там жить? А потом смотрю, что-то деньги заканчиваются быстро, Во потому что, Флориде. да, курорт. И такой, так все, такой посчитал денежки, думаю, надо возвращаться в Беларусь. Да, и когда последний месяц, я такой, все, я буду купаться утром и вечером в океане. Там пофиг, какая погода. Там все равно, что там эти были, там кто один день пена какая-то, один день какие-то водоросли непонятные, Все равно, то да. там акулы один день, ну, там флажки показывают, что типа сегодня нельзя плавать, там один день плохие волны, которые уносят в океан. Это меня не интересует, я не понимаю. Не читаю Да, просто по-английски. утром шел на час и вечером точно так же на час. Ой, я сначала эту штуку недооценила, рассказы-то эти я слышала, но в первый день, как мы приехали в Батуми, муж ушел в море на час. А потом было и 1:40, по-моему, я еще с родителями, Да? помню, разговаривала. Да, я такая, ну, он еще А, там. да-да-да. Я зашла, замерзла, вышла. А Это ты... было с маской. Это было с маской, Да, и да. там как раз были такие очень сильные волны, и я просто болтался. Я был планктоном, фитопланктон. Мы много видео сейчас научных про океан смотрим. Короче, море здесь так себе, между прочим. Насчет, Ну, вот ну если да. ехать как в семейный отдых на пляж, ну, вообще не в Батуми, у меня вот подруга Вика говорит, я приеду с детьми, я такая, на этот пляж с детьми, Не знаю. там убиться можно. Дело в том, что там же, ну, кто был в Батуми, знает, что там камни. И Причем вот такие вот. да, там, когда ты идешь ну, ты можешь, конечно, дойти до воды в шлепанцах там или в тапочках, но потом, когда ты будешь идти там до пупа, У тебя ты... тут пуп? Демонстрация. Покажи. То тогда, ну, это, в общем, неудобно. Ну, короче, мы там наловчились более-менее, но если бы пляж был такой песчаный, то было бы лучше, Не, ну, конечно. конечно, месяц на море все равно мы плавали постоянно и вечером, и Да. в сентябре это было отличненько. Мы, получается, еще первую неделю октября были там и плавали прям до последнего. Там в какой-то момент были дожди, но, в принципе, погода норм была для моря. Вот. Но, конечно, вот этот заход, именно заход, вот эти волны прибрежные, они сильно тебя просто колбасят. Можно так рубануться немножечко. Вот об эти Ну, камни, поэтому дети... Ну, я и особо там детей и не видела. Но мы же были, когда уже школа началась. Вот. мгм. Короче, в Батуми было. Мы все время, пока жили в Батуми, думали, ведь можно остаться жить на море. Да. Как бы, почему нет? Протестировали, в общем. Да, на черный песок. Читали мы тоже, да, не доехали. Да, ну какие минусы есть в Батуми? Минусы есть. Есть? Есть. Какие? Там очень хороший стоматолог, я ходила. О, отлично, я И не зал ходил. есть, ты ходил, в зал тренажерный, там все есть. Да, ну Запад, ну, по сути, такой же, как Там везде. вкусные хинкали, муж говорит. Да, вкусные хинкали, да, что там еще? Ну, мы полюбили, конечно же, салат. Это вообще... Там вообще там такие порции. Ну, мы Мгм. влюбились в этот огурцы, помидор и лук салат и с грецким орехом. Как бы все, Да, больше ничего вся не вот надо. фишка, вот его составляет в том, что заправка в грецком орехе, она вымачивается в каком-то уксусе. Она еще там с лимоном или уксусом, да, Да, она и такая вот это как кисленькая раз немножко. дает Ой, ну вообще космос. Помидоры, очень сильно. огурцы, лука много. Головка лука на салат. И он реально вкусный. И вот это вот грецким орехом молотым посыпать. Ну, мы однажды сами попробовали орехи пожарить, помыть, пожарить и помолоть. Ну, было тоже Тоже. вкусно, но не то, потому что у них какие-то, ну, они знают, как это вмачивать, эту заправку для Да, салата. ну там, да, надо понять, каких приправ еще добавить. Мгм. Короче, так это плюсы. Ну, много плюсов в Батуми. Мы просыпались и видели море. Да, Ну, как бы, что может быть лучше? да, вот вы часто Месяц. просыпаетесь и видите море месяц. Да.
Мы ходили, проверяли, короче, такие, просыпаемся, море на месте, Да. все хорошо, спокойно. Мгм. И хоть там была квартирка поменьше, мы в однокомнатной прожили этот месяц, но, блин, мы работали и спокойно заканчивали работу и выходили тут же на пляж. Да. Очень много плюсов. И, в Мгм. принципе, можно было бы и там жить. Единственное, что мы съездили в Тбилиси и посмотрели, как тут, чтобы решить, вот мы в итоге едем сюда на год, Мгм. либо остаемся там. Да. Почему ты Там, решил Тбилиси? ну, во-первых, таксист, мне запомнилось, что таксист сказал, когда мы прибились, типа, мы не знаем, нам понравится, не понравится. А до этого только я был 1 день. И я уже подозревал, что, ну, не понравится. И таксист такой: "Ну, вам понравится". Центр здесь непонятный из-за каких-то развязок, потому что в Тбилиси там, ну, разные горы стоят. Это вам про пляжи. Мгм. Потом. Да. И из-за этого получается пробки. Да, здесь город не Пробки все приспособлен. время. Мы вот на такой развязке на проспекте, ну, рядом живем, мы видим, что тут происходит. Слава богу, мы тут без машины. Да, Вот. это плюс, что мы без машины, тем более при работающем "Яндекс.Такси". Просто мы Который стоит от доллара до полтора вообще куда-нибудь доехать. за $2 там, я не знаю, ну Ну, куда? за $2 уже можно далеко уехать, уже на край города уехать. Да. Вот. Удивительно, цены хорошие. Ну, как бы так у нас в районе вообще все есть. В общем, здесь классный старый город. Вот насколько мы смогли погулять. Здесь просто Мгм. больше инфраструктуры, и причем ее исследовать и исследовать. Очень красивые всякие там салоны. Мы переживали. Я не знаю, маникюр этот долгоиграющий не сняла. Там, смогу ли я, не смогу покраситься. Все тут есть. Здесь улицы салонов просто. Здесь есть метро, здесь есть классная вот эта система доставки, хорошие продукты. Доставка здесь Свежие работает и алкоголя. Доставка. вообще. И за доставку ты еще там бонусы получаешь. И аптеки, что меня тоже удивляет. На Черную пятницу, конечно, доставка, она работала через раз, но получается, что там, сидя дома, ты такой заказывал с Да. 50% скидкой, ну, я так делала, А с что в аптеки. Минске? Какая доставка в Минске? Ну, доставка. Получается, Точно, я уже забыл. здесь система такая, здесь есть общие системы чисто доставки, и они Да. подключены к разным магазинам, к разным аптекам. 2 основные системы. Глоба называется и Волт. Мгм. У них там разные условия, видимо, разные цены на доставку, иногда доставка вообще бесплатная. И получается, что ты можешь войти в это одно приложение, заказать все что угодно, бытовую химию, там, продукты, Да. с аптеки лекарства. Алкоголь И тоже. алкоголь с магазина. Вот что меня удивляет, что здесь возят все блендеры, все что хочешь. Вот, Да, ну, это очень очень. быстро, потому что они ездят на мопедах. Ну, есть, да, есть кто на машинах ездит, есть кто на мопедах, а они проезжают везде по тротуарам, и ездят везде, где можно проехать. Поэтому Ну, они быстро. мы в основном поменьше ну, в смысле, без огромных таких баулов обычно заказываем. И поэтому привозят на мопеде. Мгм. Ну, эта же доставка была и в Батуми, но только в Батуми начинался малейший дождь, а там дождь был. Здесь мы вообще Да, дождя, я не это знаю минус сколько, может, Батуми. раз или 2 видели дождь за 2 месяца. Да, Там дождик был, и вот зарядил дождь, все, приложение просто выключается. да, Типа: "Сорри, заказы не принимаем". Потому что, видимо, люди такие все: да. Хоть ты "Закажем еду звони там, домой". хоть ты что, там, чтобы обслужить один какой-нибудь дом, там уже высотки строят теперь в Батуми. И чтобы обслужить один дом, там, ну, сразу все съедает доставку. Вот. Вторая называется Wolt. И ее не очень любят, допустим, рестораны, потому что она там то ли 30, то ли 40% забирает Да, от заказа. кошмар. Поэтому далеко не всех, ну, не все работают с ней. Ну, мы в итоге 2 штуки комбинируем, 2 приложения, вообще хорошо. Тут иногда Да, легче заказать поесть какие-нибудь хинкали или да, хачапури по-аджарски. Оно приедет через 20 минут, в магазин будешь продукты ждать дольше. А да. по цене вообще здесь еда получается, что не такая дорогая. Мгм. Вот, мама тут пишет, что
надо ехать в Уреки. Это с Черным песком, куда мы не доехали. У нас просто там не так много было выходных, когда мы выезжали, могли куда-то выехать. И мы там съездили в ботанический сад в одни выходные, а в другие выходные в дендропарк, и мы кайфанули, в общем, и от одного, и от другого. Вот, а еще надо на границу с Турцией. Я же говорю, надо надо не на границу, надо в Турцию. Да, в Турцию, Я да. вообще мечтаю в Турцию а, доехать север, именно север Турции отсюда. был только в Стамбуле раз, Я не поэтому, была в Турции. Я не знаю, это хорошо или плохо, но, короче, ну, нам есть что, в общем, исследовать. исследовать, да. Может, планы на весну. Вот. Да, посмотрим. Но не секрет, что сейчас, ну, в Грузии уже ездят сноубордить все зимой, Мгм. поэтому наверняка мы будем с кем-то пересекаться. Ну, посмотрим там. В общем, ну, планы обсуждаются. Подсказывайте нам. Отличный connection с темой, когда вы все приедете. Вообще, да. Пока мы здесь, на границе с Турцией, Турция, логично. Потом мама Логики. написала на границе с Турцией маленький Майами-Бич. Там маленький Майами-Бич. Окей. Короче, мы пока не разведали, Сань, Мы- я тебе отпишу, да. там Турция или Майами-Бич, или ни того и ни другого. Там Ну, как-то щас. город называется. Ну, я не знаю. Майами-Бич? Нет, вот там на границе с Турцией есть какой-то классный городок, туда вот Таня, моя одноклассница, Да. Это они очень говорили точно. советовала, да. Ну, видите, потому что мы работаем. Мы перескакиваем. Короче, Да. есть диван на двоих. Да. Мы уже показывали, рекламировали. Да, и это намек, даже если, допустим, вам нужна вся квартира. О, папа написал, Сарпи. Да, видишь, мы не запомнили, Сарпи. Сарпи. Короче, даже если вдруг вам хозяева будут мешать, то мы можем куда-нибудь уехать, там, в горы. Также нам в Пату, потому что как бы ж квартира арендованная, да? Да. Вот. А тут, короче, мы вас всех ждем в гости. И это на самом деле, ну, хотелось бы сказать, нетрудно. Как бы я знаю, что размещение – это всегда такой пунктик серьезный в поездке любой. А тут, получается, есть куда ехать. Визы для белорусов, например, не надо. Не знаю, как там для поляков, например. Тут вообще никому не надо виза из нормальных людей. Ну, не террористов. Белорусам нет. Ладно. Короче, вот мы вас всех ждем в гости. И Да. если нет вопросов, Так, мы уже все осветили? ну, про Сарпи это только ехать, как бы. Да. И потом тогда расскажем. Как погода в Грузии? Я думаю, что в ближайшее время, если у нас будет, ну, если будет время, конечно, то мы погуляем и снимем что-то на улице. Ну да. Ну, а так погода. Я сидела в майке вон сегодня на этом, да, график уже бронирования. Тут в районе Нового года Маня собралась с Питера ехать. Тут Вика, моя одношкольница, тоже в районе Нового года. Так что да, Поэтому, надо график. да, Что я говорила, я опять сбилась? букайте. И Про погода, погоду. ну, я думаю, что Когда солнце, вообще хорошо. Солнце почти каждый день. Вот. Ну, вот Да. буквально, допустим, сегодня было солнце, было очень тепло, и я в маечке, прям в маечке без рукава сидела, кайфовала на солнышке. Мгм. А когда нету солнышка, так себе. Ну, то есть вечером уже прохладновато, и это там 5 градусов сейчас. Вот, так, конечно, комфортненько. Получается, что мы ответили на все вопросы, и, ну, если только вам еще не пришла какая-то идея в голову, спрашивайте. Есть предложение график составлять, значит, есть спрос, я так поняла. Окей. Хорошо. Да. Так, между прочим, этот вопрос всех касается, потому что мы тут как бы грустим, ну, Да. одни себе едим, винограда много. Вот. Да. Ну, мы так и не доучились. Да. Присоединились? Не присоединились к каким-то там комьюнити, каким-то там тусовкам. Ну, Ну, кстати, потому да. что, блин, надо работать. Так работайте, приезжайте. Ну, как бы одно другому не мешает. Да, но погулять здесь есть где. Мы как раз рядом с Ваки парк. Обязательно загуглите, где это находится. Ваки. Это такой район, можно сказать, фешенебельный. Здесь ближайшие...
Эмбасси. посольство. Посольство находится, во-первых, Турции близко, затем посольство Чехии рядом с нами почти, российское тоже недалеко, Бразилии. Бразилии, да. И Символично. отличный, ну, я думаю, кто смотрит, ну, следит за моим инстаграмом, уже знает, Ты уже который раз свой Инстаграм рекламируешь. точно. Ну, вообще-то зачем? Ссылка будет в комментариях. Комментарии, да. Ой. Мама пишет, бабушке ужасы показывают, что у вас 7. Так оно так и есть. Просто когда 7 оно на чего? солнце, 7 градусов, наверное. Вот вечером я смотрела, 6 градусов было. Ну, сейчас, наверное, еще холоднее. Ну, зато когда солнце, сейчас вообще 2, между прочим. Мгм. Ну, вот завтра солнце, в воскресенье солнечно с облачностью. Ну, вот погода наша. Мгм. Что-нибудь видно? Я не знаю, может, видно все наоборот. Короче, я лучше расскажу. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда – солнечно. Температура днем 12, 13, 14 градусов. Вот вам сразу же Ночью, плюс. да, 2-3 градуса. Я, наверное, аж громко начала разговаривать. А в чем дело? В четверг Это вообще не 40% проблема. вероятности 10-12 По сравнению с градусов. Минском это очень приятно. Дождь я вообще не помню здесь. Вообще. У Один раз нас, что там моросило. у нас рядом мэр живет. Ну, тот же район нормальный. Я же говорю, ну, район нормальный. Да, это спасибо Ане, она выбрала нам жилье. Не, спасибо студентке нашей общей, одной милой, Да. прекрасной девушке Марте, Марте, да. которая прожила здесь 2 года, да? Да. И год она прожила здесь, именно в этом районе, его очень рекомендовала. И мы все-таки, она говорит, Вайки парк. Мы такие, оп, Вайки Да. парк, как посмотрели по карте, Такие, решили, понятно что почему. будем жить здесь. Да, Да. надо здесь. Ну и да. вот пока что ни разу не разочаровались в квартире, хотя тут стройки вокруг, тут как бы тишину вообще не найти, Да. но Это минус не только Тбилиси, а всей Грузии. Ну, да, насколько мы сейчас можем все судить? строится. Мы где вот не видели нормальные квартиры, Рядом везде стройки. стройка, Ну, да. то есть такой район строится. В итоге мы вот обсуждали на днях, не пожалели об выбранной квартире. Ну, Мгм. все хорошо. Да. И район, и сама квартирка. Так Аня- что выезжайте. Аня посещала тут тех, кто живет в старом городе, там А. дешевле квартиры, и там все, как это, уникальное такое все, аутентичное. Аутентичное, подходящее слово. Да. Жилье почти в 2 раза дешевле, но это примерно как наш частный сектор, причем который такой раздолбанный, ушатанный. Мгм. И стрёмно. Но мне сказали, там есть такие реконструированные какие-то части, но, блин, я зашла, мне было стрёмно. Вот. Да, поэтому чем экономить на жилье и жить в таком вот во всем, где у тебя доски скрипят, ветер гуляет, то как-то не знаю. Это вопрос, где жить. Надо искать компромисс. Мы пробовали найти компромисс между нормальной Да. квартирой, где могут оба работать, и будет еще, ну, с большего такая нормальная квартира, нормальные условия. Короче, видите, мы о квартире не пожалели. Мгм. Район хороший. Приезжайте, будете гулять. Да. Вы ходите 1 минуту, и вы уже в самом центре Тбилиси, и там за пару долларов, за какие пару долларов? Да, за пару долларов вы доедете куда угодно, там. Да. Меня успокаивает, что рядом больница, если что. Ну, все волновались, когда сюда ехали. Я вообще паникер. Всякие там. Я думаю, если будет там ковид или что, не дай бог, Да. там, да. Вот, вышел и пошел. Вот. А еще там полиция рядом, видел? У нас все рядом. Зала сколько? Раз, 2, И мэр, видишь, у нас рядом мэр живет. 4 зала на выбор. Да, супер, 2 классных магазина. Ладно, я еще расскажу просто. Это составляем график приездов и все. Мгм. Окей, смотри, нас 7 человек. Да. И лайки. Отлично, что вы нас смотрите. Так, у меня нет прививки. Ну, у нас тоже Ну, не было до зря. вчерашнего дня. Зря. Не, маме из-за аллергии. Мам, кстати, вот мне... Ладно, короче, я не сказала, что у меня аллергия. Вот так. Ту-ду-ду-дум. Так вообще можно? Следующий вопрос. Не знаю.
Ну, видите, все Вот нормально. так вот. А можно приезжать с ПЦР-тестом, получается, Да. по приезду сдавать еще один ПЦР-тест, как и мы делали. А что тут ходить? Ну, по улице ходить или там на горы подниматься? На горы подниматься не требует ПЦР-тест, только в маске ходите, что, М. Ну, а вообще лучше здесь, наверное, сделать потом Pfizer. Этот Pfizer. да. Ну, Pfizer у всех на слуху, и поэтому мы выбрали его. Мгм. Я подхожу такой: "Какие есть?" Она там что-то сказала. И тут жена такая: "Pfizer, Pfizer". Так это из нашего списка, потому что Да, хорошо, нам желаний. нравится. Ну, мы хотим везде путешествовать, и поэтому сидим всё время дома. Мгм. Вот так. Иногда, Да, когда спрашивают меня там с работы, типа: "Как там?" Какая разница, где дома сидеть? Ну да. ладно, Такая же кухня, тот же кофе пьешь. Не, кофе другой пьем, а есть, ну, другой, в общем, спектр продуктов. И я думаю, за это видео вы уже, посчитали все плюсы, о Да. которых мы рассказали. Вот. Так что Беларусь пока нет. Ам, Прививку сделали, да, еще вторую скоро сделаем, и будет вообще класс. ИП пока не делаем. ИП пока еще нет, еще Это налоги. если резюме беседы. Вот. М, И ждем в гости. да. Не забывайте, комментировать все, что вы хотите узнать. Ну, в основном у Ой, нас, ну не секрет. посмотрим вообще этот формат, и как бы я жду уже Да, повторить его действительно с вином. с вином. Все. Да. Все? Ну, я надеюсь, вы все подписались на нас. Да, мы этот канал будем потихонечку раскачивать, дабы фиксировать наши опыты. Да. Мы, конечно, понимаем, что мы не станем супер-селебрити за там, ну, у нас не будет каких-то миллиардов просмотров. У нас будут миллиарды Мы это просмотров. делаем для вас. Все. Ну как, еще мы хотим стать богатыми и знаменитыми. Зарабатывать на "Ютубе", ничего не делать больше. Наконец-то гулять, снимать там и всё такое. Да. Ой, Ник заказал такую штуку. Короче, Нет, будем нет, это будем. это тема нового видео. Ладно, Нет. хорошо. Еще будет все лучше и интереснее. Да. В общем, подписывайтесь, и, а, пишите нам комментарии, м, Сохраняйте эфир. если не хотите комментировать, то пишите нам в личку, и всё. И все. А ты знаешь, как сохранять эфир? Вот пишут: "Сохраняйте эфир". Ну, наверное Саня. наверно, завершить трансляцию. Хорошо. Всем Все, хорошего пока. вечера. Пока. Пока.